Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю популярный советский торт, который носит название министерский. А все особенности рецепта я указал в рекомендациях. Для первого бисквитного коржа всыпаю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера. Добавляю кефир, растительное масло, всыпаю сразу всю муку, разрыхлитель и мак, который я уваривал в течение 30 минут в большом количестве воды. Уваривал мак специально, чтобы убрать лишнюю горечь. После уваривания мак становится мягкий и коржи получаются вкуснее. Перемешиваю на низких оборотах миксера. Чашу с тестом отставляю в сторону. Для второго коржа в яйца добавляю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера. Добавляю кефир, добавляю растительное масло, всыпаю сразу всю муку, какао-порошок и разрыхлитель. Перемешиваю на низких оборотах миксера. В форму для выпекания выкладываю тесто. Сначала выкладываю тесто с маком, затем выкладываю шоколадное тесто. Формы с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Для крема в сотейник с молоком всыпаю сахар и соль. Мощность плиты рекомендую поставить на максимально сильную, чтобы молоко быстрее нагрелось. И пока сотейник с молоком нагревается, в яйца добавляю крахмал и перемешиваю венчиком. Молоко хорошо нагрелось, видно, что с него идет пар. Убавляю плиту на среднюю мощность. Помешивая яично-крахмальную смесь, добавляю горячее молоко. Добавил примерно половины молока в яично-крахмальную смесь. Как только молоко начинает закипать, вливаю яично-крахмальную смесь в сотейник и активно мешаю до получения заварной основы. Мешайте непрерывно, чтобы заварная основа не прилипла к дну сотейника и не подгорела. И не образовались комочки. В какой-то момент заварная основа начинает густеть быстро, я выключаю плиту и увариваю заварную основу, активно мешая венчиком. Обратите внимание, если остановиться, заварная основа начинает бурлить. Вымешиваю активно в течение еще 1-2 минут и оставляю заварную основу с плиты. Горячую основу переливаю в емкость для остывания. Мягкое сливочное масло вымешиваю миксером. Порционно в сливочное масло добавляю остывшую заварную основу и после каждой порции вымешиваю миксером. Добавляю ванилин. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Готовый крем убираю пока в холодильник. Бисквиты предварительно разрезал на 2 бисквитных коржа. В итоге получилось 4 коржа. Коржи по данному рецепту получаются влажные и пористые. Часть крема выкладываю на первый шоколадный корж и осторожно распределяю крем волшебной палеткой. Если в наличии нет палетки, воспользуйтесь просто удобным ножом. При распределении крема рекомендую формировать кремовый бортик. Таким образом торт у вас будет выглядеть как ровный и четкий цилиндр. Сверху присыпаю грецкими орехами, которые я предварительно раздробил в блендере. Закрываю маковым коржом, выкладываю порцию крема и таким образом собираю торт. Закрываю последним бисквитным коржом, сверху выкладываю немного крема и распределяю крем по всей площади торта. Боковины торта закрываю оставшимся кремом. Торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 8 часов. Для глазури шоколад необходимо растопить. Я буду растапливать в микроволновой печи, вы можете растопить просто на плите. В растопленный шоколад добавляю мягкое сливочное масло и перемешиваю. Выливаю шоколадную глазурь на охлажденный торт и осторожно распределяю шоколадную глазурь по поверхности торта волшебной палеткой. Боковину торта обсыпаю дробленными грецкими орехами.
Друзья, мне лично торт очень понравился. Уверен, понравится и всем, кто когда-либо пробовал советские торты, либо торты той эпохи, когда готовили из натуральных продуктов. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях. И увидимся в следующем видео.